Ваше будущее. Давайте вы сейчас загадаете, что вас интересует. Это будет кратно 3. То есть на 3 недели, на 3 месяца, на 3 года, может быть на 9 месяцев. Все то, что кратно 3. И сейчас мы узнаем, что вас ожидает. Подумайте о том, что для вас главное, может быть, отношения, деньги, любовь, либо просто мир в доме. А также, конечно, можете загадать каких-то людей, которые вас интересуют. Вот как раз на людей это очень хорошо. Наш расклад здесь сработает. В начале, можно сказать, именно в начале идут такие итоговые ситуации. То есть вы будете удовлетворены тем, что имеете, то, что у вас получается. Каких-то 2 ваших желания исполнятся, и еще одно исполнится в конце периода. А вот в середине периода вас ожидают, какие-то новости, может быть, свершения, знакомства. Таких итоговых ситуаций нет, но зато есть какое-то обновление. По поводу денег, здесь ожидаются денежки в большей степени где-то в конце периода. Хотя в начале вы тоже будете иметь хороший такой капитал. В середине периодов ваших, которые вы загадали, вас ожидают такие ситуации, в которых вы тоже не будете нуждаться, но будете довольствоваться тем, что есть. Но в конце периода будут большие деньги и какие-то большие возможности откроются. Это то, что касается денег и основных позиций в вашей жизни. Что же будет происходить в личной жизни? А вот личная жизнь здесь вас волнует постольку-поскольку. Как-то все с переменным успехом. Хотя и вполне неплохо складывается и в начале, и в середине, и в конце. У вас ожидают и встречи, и свершения, но больше всего в начале. Ваше удовлетворение вы получаете в начале. Кто ожидает новых встреч, кто желает познакомиться, находится в поисках своих отношений, здесь можно повеселиться, познакомиться, людей будет много, друзей много. Не сказать, что здесь могут ожидаться какие-то серьезные отношения, но, может быть, для начала это будет неплохо. Просто хорошо провести время, с кем-то куда-то поехать, отдохнуть. Вперемешку с работой, даже возможны романы на работе, для тех, кто свободен, конечно. А для всех остальных здесь такая перспективная работа идет, вы трудоголик, вы занимаете даже какое-то очень высокое положение, во всяком случае, о вас начальники ваши будут думать, что вы являетесь незаменимой личностью на этой работе, что без вас не обойдутся, будут нагружать вас работой. И вам, в принципе, эта ситуация тоже будет нравиться, потому что вы повышаете свою квалификацию, свой опыт, свои трудовые подвиги. Единственное, что в конце первой триады, можно сказать, то, что делится на 3, в конце первой части, которую вы загадали, здесь могут ожидаться неприятные разговоры с некой дамой, которая от вас будет требовать невозможного. И как-то с ней придется мириться. Здесь нет такого разрыва, нет такого увольнения, может быть, хлопну дверь, уйду, просто осадочек такой неприятный, придется примириться с тем, что есть. Как вариант, можете разочароваться в том человеке, с кем познакомитесь в начале. Потом как-то может сложиться какая-то ошибка в отношениях, разочарование, это не тот человек, который мне нужен. От этих людей у меня одни неприятности, я не хочу с такими людьми общаться и так далее. То есть вы здесь повышаете, буквально с самого начала свой авторитет, вы растете и в своих глазах, и в глазах общества. А когда какие-то есть недовольные люди, которые не знают о ваших больших талантах, будут сомневаться, это как раз вам и не понравится.
как будто люди стараются с вас снять корону, на которую вы здесь рассчитываете. Такой вот небольшой минус, но будьте готовы. Наша жизнь бывает разная, и черная, и белая. Тем не менее, это не будет таким сильным ударом для вас. Это будет такая проходящая ситуация. Как человек опытный, вы сможете с этими людьми договориться. Даже, может быть, вам не очень захочется этого делать, но того потребует дело, допустим. Это будут выгодные клиенты, допустим. Ну а где-то уже в середине вашего обозначенного срока вас могут ожидать новшества, новые знакомства, письма, дороги, поездки. Дороги по делам, встречи по делам, разговоры, обещания. И еще есть такая возможность непонятной ситуации с работой и с деньгами. Могут прислать вам письмо с работы, какое-то не очень приятное. Может быть, о налогах, может быть, о каких-то задолженностях, либо известие о каких-то допущенных ошибках. Потому что накануне здесь есть такая ситуация, когда вы с кем-то договаривались, вам пообещали, вы думали, что люди исполнят свое обещание. Такая выгодная сделка. Вам так казалось, но люди могут не исполнить, либо передумать. Но у вас тут же сразу появится новая возможность. Новая возможность, допустим, вернуть товар, если это была какая-то невыгодная сделка, невыгодный товар, либо поменять свои убеждения буквально на ходу и найти что-то новое, но вам одно что-то нравилось, и оно буквально исчезло из поля зрения. Последнюю вещь у вас увели из-под носа. Вам это доставит, конечно, моменты неприятности, но ненадолго. Вы тут же сразу найдете замену. То есть замена либо восстановление, либо исправление ошибок все равно здесь проходит. И после того, как такая ошибка свершится, и такая неприятность с деньгами свершится, вы уже призадумаетесь. И уже будете относиться к своим финансам более бережно. И будете договариваться на своих условиях. Будете все перепроверять, все документы, все мелкие буквы, которые написаны на бумаге. Пока не заверено, пока я не удостоверюсь, пока я не схожу, не перепроверю, я никому не поверю. И так и нужно будет сделать. И вот такие уже четкие границы вы здесь ставите. И договариваетесь на тех условиях, которые вас устраивают, и уже достоверную информацию получаете. И в основном трудитесь, не покладая рук, очень успешно. И у вас все спорится в руках. А вот в конце обозначенного срока уже можно немножко расслабиться, хотя тоже не сразу. Здесь необходимо съездить по делам с каким-то человеком, либо к человеку, вот именно по делам. Может быть, и знакомство по переписке состоится. Сначала такое деловое, дружеское, а потом это общение может перерасти в непримиримость. Вас могут загрузить работой больше, чем нужно. Даже работа, возможно, ночная, если вы устраиваетесь на работу. Вот такие варианты будут предлагаться малоквалифицированной работы, если вам нужна работа. Либо просто будете переживать за тех людей, с кем у вас есть переписка. Может быть, новости, которые вы узнаете, услышите, именно в это время вас сильно затронут. И новости будут касаться вас лично, может быть, вашей семьи, ваших близких. Но знайте о том, что это все дело временное, не успеет ситуация разгореться, как вы ее тут же потушите. А потушите тем, что получите хорошую награду, прибыль, может быть, проведете сделку. Но вы сами будете инициатором от каких-то важных событий, которые связаны с материальными ценностями. Здесь вам нет равных, здесь вы превзойдете все свои ожидания. Либо работать начнете много, найдете новую работу, приработок очень удачный. Даже, может быть, сами на себя. Такое свое дело производства. Волка ноги кормят. В данном случае очень хорошо применима поговорка. И все в дом будете нести. Может быть, вам хорошо будут помогать ваши родственники, потому что из-за них вы здесь переживаете. Но не стоит переживать, у них все будет хорошо. Во всяком случае, вы все сделаете для них, чтобы у них все было хорошо. И у ваших родных, и в вашем доме с вашей недвижимостью. А в конце периода вообще идет счастье, вообще идет радость. У нас здесь и дама червовая, и король червовый, и семерка треф.
Это и удачные сделки, это и мир, гармония в дом, это и встречи, это и обсуждение своих дальнейших планов, потому что деньги будут, куда мы потратим, какую недвижимость купим. Речь может идти о доме, о недвижимости. Ну и еще возможность у кого-то появится получить финансы на вашу семью для того, чтобы улучшить показатели с вашим местом проживания. Если в это время кто-то планирует переезжать, менять место жительства, даже менять страну, то здесь есть возможность все это сделать в середине периода. А в конце периода уже идут такие дороги, которые приносят результат. Это не перемена, это уже результат. То есть уже на новом месте должны оказаться. И там уже благоустраивать свое гнездышко. Если кто ожидает новую работу в это время, самое лучшее время это, конечно, в середине периода получать такие предложения. Хотя в начале тоже могут приходить, но вам как-то будет не до них, потому что у вас все хорошо будет в начале. А потом идут перемены. Потом уже можно влиться в новую волну вот этих вот перемен, когда все движется вокруг вас. И вот такая ваша востребованность появляется. Людям будут нужны такие специалисты, как вы, именно где-то в середине вашего периода, который вы загадали. Но здесь вы довольно находчивы, поэтому в конце периода вы уже и капиталы получаете, и знакомитесь именно с приятными людьми. Если в начале вы можете познакомиться с кем-то для проведения времени, люди не обязательны, то вот именно важного человека для серьезных отношений можно встретить в конце периода. Очень хорошая такая ситуация. В принципе, у вас все хорошие ситуации, но смотря для чего. Если для работы, то где-то вот поиск работы в середине периода. Если для денег, то где-то в конце периода. Если просто сидеть дома, ожидать каких-то хороших новостей, ничего не делать, то это в начале периода. Можете расслабиться, ничего не делать. Хотя это чревато. Еще раз повторюсь, вас ожидает какая-то ситуация с некой дамой, которая будет этим недовольна. Да даже ваше угрызение совести вам не позволит расслабиться так надолго. На этом все, дорогие друзья. Пусть у вас сбудется то, о чем вы желали. Наш весь расклад только этому и способствует, чтобы ваши желания исполнялись в положительном ключе. Всего доброго и до новых встреч!